Всем привет! Я Евгения Каландина. Сегодня мы завершаем нашу часть мастер-классов по вязанию попугайчиков-неразлучников или волнистых попугайчиков. Нам осталось сделать им только мордочку. Этим мы и займемся. Давайте начинать. Для мордашки нам нужна шерсть для валяния. Вот я отрезала совсем маленький кусочек. Из этой упаковочки я взяла. И отсюда я использую, наверное, только треть. Теперь нам нужно сформировать мордочку. Делаем сначала такую полосочку. Из нее мы сделаем нижнюю часть мордочки. Видео я ускорила. Работа здесь монотонная. Специальной иголочкой, на которой есть небольшие зазубрины, мы много-много раз прокалываем шерсть. С помощью этой иголки шерстинки между собой спутываются, сплетаются. За счет этого у нас получается такая плотная деталь. Когда у нас получилась плотная деталь, мы лишние ворсинки обрезаем, придаем нужную форму. Можете сразу взять побольше шерсти, чтобы потом уже вырезать так, как вам нужно. Переворачиваем и снова делаем с другой стороны, потому что еще много волосков торчит у нас. И так несколько раз. Деталь у нас должна стать довольно-таки плотная. С одной стороны она у меня получилась более плотная, а с другой тоненькая. Поэтому я добавляю шерсть и снова буду ее между собой сваливать. Сваливается она очень легко. Поэтому, если у вас с первого раза не получилось, не бойтесь, добавляйте шерсть и продолжайте ее валять. Наша деталь почти готова. Убираем длинные ворсинки, чтобы у нас был более аккуратный вид. Готовую деталь прикладываем к голове и с помощью этой же иголки прикрепляем. Работайте аккуратно, потому что иглы могут ломаться. Прикрепили эту деталь, теперь переходим к следующей. Теперь делаем верхнюю часть нашей мордочки. Снова берем шерсть, выкладываем ее кружочком и с помощью иголки формируем мордочку. Несколько раз меняете сторону, потому что с одной стороны у нас более плоская, с другой ниточки торчат. Переворачиваете и снова с той стороны делаете. Работа монотонная. Напишите в комментариях, кто занимается сухим валянием. Познакомилась с этим видом рукоделия я давно, но что-то серьезного такого я не делала. Помню, делала в год змеек разных из коричневой шерсти. Проблема в том, что раньше у нас было шерсть не найти нужных цветов. Сейчас с этим попроще. Знаю людей, которые занимаются мокрым валянием, а вот сухим как-то нет таких знакомых. Верхняя часть у нас готова, теперь мы ее также прикрепляем к голове. Занятие это немного утомительное. Благодаря тому, что мы делаем мордочки из шерсти для валяния, попугайчики очень похожи на живых, настоящих. Теперь берем две бусинки и тонкую иголку с ниткой. Пришиваем глазки. Бисер у меня чуть крупнее обычного. Кто смотрел раньше мои мастер-классы, я уже его показывала. Я очень часто использую этот бисер. Не знаю, какого размера купила, какой-то китайский бисер уже очень давно. И до сих пор эту пачку никак не израсходую. Хотя немало игрушек вяжу таких маленьких, пальчиковый театр. Вот до сих пор пользуюсь. Единственный минус у этого бисера, у него немного различается по размеру бусинки, но я стараюсь подобрать две одинаковых. Пришили глазки черной ниточкой и вышиваем несколько стежков на мордочке. Я, к сожалению, этот момент не засняла. А сейчас нам нужно вышить клювик. Находим центр и примерно до уровня глаз вышиваем несколькими стежками.
Пряжу я взяла бежевого цвета, ее много не нужно. Вот таким вот образом вышиваем клювик. Ниточку выводим между столбиками без накида с другой стороны, закрепляем 1-2 узелочка. Снова прячем ниточку и отрезаем. Для того, чтобы закончить птичку, нам осталось вышить ему носик. Носик я буду делать голубеньким, так как это у нас мальчик. Первый попугайчик была девочка с розовым переносицей. Еще у девочек они бывают такие светленькие, у молодых девочек. У девочек постарше самочек коричневые. У мальчиков голубенькие. У молодых, наверное, тоже светлые совсем. Чтобы не получилось у нас 2 мальчика или 2 девочки, мы делаем парочку. У одного переносица будет голубая, у другой сиреневая. Ниточку также закрепляем, делаем пару узелочков, выводим в другом месте и обрезаем. Посмотрите, какие очаровательные птички у нас получились. Вот такая парочка неразлучников. Здесь я вам показываю, можно доделать шерстью побольше головку. Это уже как вам больше нравится. Пробуйте, экспериментируйте. Пальчики у птичек хорошо сгибаются, поэтому их можно закрепить где-то, посадить на веточку, на цветок. У голубой птички первый раз я делала ножки, не очень получились, длинноваты, поэтому я их в дальнейшем переделала. На такие же красивые, ровненькие, одинаковые, как у зеленого мальчика-попугайчика. А наш мастер-класс подходит к концу. Всем большое спасибо, приятного вязания. Не забудьте поделиться фотографиями готовых работ. С вами была Евгения. Пока-пока!